Всем привет! Сегодня у нас это бравое лебединое семейство, экстремал-серфингист, буря, настоящий шторм на озере и сельское хозяйство. Дело происходит в Австрии, в Каринтии, на берегу озера Осяхер-Зее. А начнем мы с вами с сельского хозяйства. Давно собирался. Итак, мне что-то мешало записывать комментарии к видео. Какие-то шумы, шумели трактора. Я решил слетать, посмотреть, кто это там шумит. А это наши бравые фермеры. С утра они скосили траву, потом днем они ее сушили. Ездил трактор, переворачивал, ворошил. А под вечер они упаковывают траву в пленку. Потом все это отвезут наверх за дорогу. Под горой у них большие коровники, там же у них есть амбары, где хранятся вот эти тюки. Они запасают травы достаточно. Здесь в районе, в регионе мясо-молочное животноводство и абсолютно био. То есть из всех удобрений только навоз. Ну, что создает иногда в районе такой чисто сельский аромат. А вот это поля. Кукуруза, потом пшеница и поле, на котором трава. Эти поля меняются местами, естественно, каждый год. Мало того, в течение одного сезона тут снимают по 2 урожая. Они умудряются все это поменять местами. А сейчас переходим плавно к погоде и буре. Да. Буря не буря, идет отважный котик Арчик. Он под стул спрятался. А он заходить, а что, зайдешь, тебя загонят и больше не пустят гулять. Дверь еще закроют. Что ж делать котику Арчику тогда? Арченька, ничего не страшно вообще, да? Вообще не страшно. Итак, про какую бурю я говорю? Вообще-то климат Южной Каринтии характеризуется как много солнца и мало ветра. А регион плотно схвачен горами, Альпами. Вот это озеро находится на высоте 500 метров. Горы кругом 1000-1500 до 2000 метров. А, соответственно, ветру разгуляться негде, разве что, если он не подует вдоль гор. Такое случается несколько раз за лето, обычно по вечерам. А вот 4-5 раз за лето у серфингистов, которые виндсерфинг, есть возможность прокатиться. Это наши друзья, лебеди, которые у нас на участке вывели птенцов в этом году. Как видите, когда озеро спокойно, это полная абсолютная идиллия. А вот водные виды спорта, такие для спокойной воды, я катаюсь на электросерфе. Это сабсерфинг, саббординг у меня тоже такое есть. Всякие лодочки, всякие там моторки. Но вот смотрите, если появился виндсерфинг, значит будет буря. Появился ветер, и вот он начинает, пока еще ветер довольно слабый. Вот на озере есть несколько таких любителей виндсерфинга. Им 4-5 раз в году у них выпадает шанс прокатиться. Причем это абсолютно экстремалы, вы увидите, они ловят именно бурю и катаются в бурю. А для электросерфинга, наоборот, так сказать, лучший вариант, когда ветра нет и вода спокойная. Итак, все, задуло. В этот раз дует с юго-запада. А вот ветер, как видите, вдоль гор. И он довольно сильный. Он постепенно усиливается. Все это продолжается 2-3 часа. Это сопровождается дождем, ливнем. Все, что плохо привязано, все отрывается, куда-то улетает. Только лови. Я переживаю за свои доски. У меня там на пирсе 2 доски стоят. Вот это электро и сап. Я их резинкой специально там креплю. Но все равно переживаю, как бы их куда не унесло. И мы переживаем за лебедей. А за взрослых как бы можно не переживать, они в тростнике там спрячутся, пересидят. А вот детишки маленькие, за них как бы немножко страшно. Видите, начинают предметы летать, полтергейст, тапочки там, подушки, вот, полетело. А все, что не было хорошо укреплено, все начинает летать. Причем вот эта буря случается абсолютно, неожиданно. Ничего не было и вдруг задуло. Так что ничего не поделать. Такое тоже иногда случается. Естественно, мы закрываем все окна, двери, гараж. Все надо позакрывать. Все такие крупные предметы, которые могут полететь, разбить стекло, разбить витрину.
оконную. Ну, это все должно быть четко зафиксировано. Вот смотрите, вот так вот. Ну, это у них уже самый-самый кайф. Вот он летит, ловит свой ветер. Ну, смотреть одно удовольствие, конечно. Вот, у нас тем временем там все. Вот. Я за свои доски переживаю. Котики все уже пришли. В дом зашли. Вот смотрите. А ветер на самом деле очень конкретный. То есть вот снести, если доска хорошо не укреплена, то уносит. У меня есть ролик на канале, как ну такой надувного вот, единорога надувного унесло. Ну, плавали, спасали на другой берег. А вот эта моторка едет с мигалкой. Ну, видимо, у кого-то что-то случилось. А там и семейство прибыло. 2 дня не было. И была сильная буря, очень сильная буря. Вот. И они на 2 дня пропали. А мы переживали, вот как бы с ними что-то не стало. И вот сначала прибыл папа. А вот сейчас и все вместе. Ура! Ну что, соскучились мы по вам. Давайте, заплывайте. Пошли. Пошли, да. Молодцы, что прибыли. А мы уже скучали. Конечно. Да. Все. Прибыли. А мы уже не знали, где вы. О, ему на спину попало. Так, и этому. Всем хватает. Всем достается. Мама больше всех там наяривает. Ну, папе тоже надо дать. Ну, тут ему рыба поможет. Половину съест. Мы, конечно, очень обрадовались, что с ними все в порядке. Искренне я обрадовался. Все, плывите. Позавтракали, теперь плывите. Да. Теперь можете плыть. По своим делам. Днем будет солнечно, спокойно. Я, может, на доске поплыву. С вами где-нибудь там пересечемся на озере. Ну, у них наверняка есть какие-то протоколы, план действий на случай чрезвычайной ситуации. Папань, чё хрюкаем? Скорее всего, они пережидали в тростнике. То есть они чувствуют наступление вот такой непогоды и заранее просто забиваются поглубже в заросли тростника и в глубине там сидят. Просто сидят, пережидают вот это время. Их не было 2 дня, действительно, ну, переволновались, честно говоря, из-за малышей. Ну, они все-таки еще довольно маленькие, и было страшно. А сейчас немного про ежика. Опять про ежика. А ежики стали устраивать у нас разборки. А его Вилли не пустил. То есть оказалось 2 ежиных семейства. И они стали у нас буквально перед входом на террасе так сказать, собираться, шипеть друг на друга, разбираться. То есть у нас уже на участке ежи устраивают разборки между собой. Великолепно. Там только ежовых разборок не хватало еще. Он ходит, да. Прекрасно. А прошедшей ночью ежик, у нас на террасу дверь открытая ночью, чтобы коты имели доступ свободный. И ежик зашел в дом и был обнаружен в спальне. Ну, откуда из спальни он убежал, когда понял, что он раскрыт. Что он там делал, вообще непонятно. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления, чтобы не пропускать ничего интересного. А неинтересного у меня на канале не бывает, как вы, наверное, уже заметили. Если понравилось, поставьте лайк. Хорошего вам летнего настроения и пока-пока.